Вчера we talked about how there's an increasing pressure to undermine о том, как вот это увеличивающееся давление подорвало the authority of the Bible. авторитет Библии. I believe from my readings in the Spirit of Prophecy, Я вспоминаю свое чтение трудов Духа пророчества. Ellen White's writings as well as Scripture. Елена Вайт, так же, как и Писание, That one of the great challenges our church will face at the end of time пишет о том, что один из вызовов, который будет брошен церкви в последнее время, will be to undermine the authority of God's Word. это подрыв авторитета Слова Божьего. And as I pointed out yesterday, И как я уже подчеркивал вчера, one of the most effective challenges одним из самых эффективных способов ответа to the criticisms against the Bible критикам Библии has been archaeology. является археология. And what we'll do for a few moments this morning И то, что мы сегодня сделаем утром, is look at some of the recent discoveries мы посмотрим на некоторые из последних открытий, made by archaeologists которые сделали археологи, that dramatically confirm many of the aspects of the biblical story. которые драматично подтверждают некоторые аспекты библейского повествования. The picture you see on the screen Фотографии, которые вы видите на экране, is myself with a gentleman in glasses behind me. это я и вот еще один джентльмен в очках за мной. That's Dr. Max Miller. Это доктор Макс Миллер. He's one of the leading biblical archaeologists in the United States. Он один из ведущих библейских археологов США. Actually, he's more of a biblical historian. В реальности он даже библейский историк. I had met him in Petra, Я встретился с ним в Петре. and he came to visit my excavation just a few months ago in Jordan. И он приехал для того, чтобы посмотреть на мои раскопки в Иордании несколько месяцев назад. Now, Max and I are good friends, Макс и я, мы хорошие друзья. but he is more of a biblical minimalist. Но он немножечко имеет тенденцию к библейскому минимализму. And he has published many articles И он написал много статей, saying that most of the basic stories of the Old Testament утверждая, что большая часть основных историй Ветхого Завета have no scientific support. не имеет научной поддержки. Archaeology has failed to confirm these stories. И археология теперь подтверждает эти истории. And being a good historian, Но, будучи хорошим историком, Max tells me that he cannot accept the historicity of these Bible stories. Макс утверждает, что он не может принять историчность этих историй. In spite of that difference, we remain good friends. Но, несмотря на наши различия в убеждениях, мы с ним хорошие друзья. So Max's viewpoint of the Bible Его точка зрения на Библию, is that it's kind of a half empty. что Библия, своего рода полупустая книга. He is pessimistic about the value of the Bible for history. Он очень пессимистическую имеет точку зрения на ценность Библии по отношению к истории. Now, on the other hand, I have another friend from England. Вот еще один мой друг из Англии. He's a retired Egyptologist. Это египтолог на пенсии. His name is Professor Kenneth Kitchen. Его зовут профессор Кеннет Китчен. Now, he has a different attitude about archaeology in the Bible. У него есть свое отношение к понятию археологии и Библия. And while he acknowledges that archaeology doesn't prove everything about the Bible, И хотя он признает, что археология не может доказать всего в отношении Библии, he says there have been more discoveries than the critics like Max Miller recognize. он говорит, все-таки было сделано достаточно открытий, которые даже такие критики, как Макс Миллер, признают. And that the Bible is trustworthy. И что Библия действительно достоверна. And so he has sort of the glass is half full attitude. У него отношение такого полунаполненного стакана. He is optimistic about the reliability of the Bible. Он имеет оптимизм по отношению к надежности Библии. He recently wrote an important book in English. Он недавно написал на английском очень важную книжку. And if you read English, I'd recommend that you get a hold of it. И если вы читаете по-английски, советую вам эту книгу прочитать. It's entitled On the Reliability of the Old Testament. Она называется «О надежности Ветхого Завета», о достоверности Ветхого It's Завета. one of the best books on archaeology in the Bible in English. Это одна из лучших книг по археологии на английском языке. And he makes a number of important points in the beginning of his book. И в начале книги он приводит очень много важных пунктов. And if we look on the screen, and Если мы our посмотрим friend на will экран, translate for us here, he says,
If you look at the number of foreign kings in the Hebrew Bible, Если вы посмотрите на количество зарубежных царей в еврейской Библии, there are at least 20 foreign non-Hebrew kings that are mentioned in the Bible. в Библии упомянуто 20 иностранных царей, то есть царей, которые не были царями Израиля. They're actually mentioned by name. Они все упомянуты по имени. And out of these 20 foreign rulers, 17 have been proven by archaeology to have existed. И вот из 20 этих правителей 17 археология подтвердила, что они существовали. We've actually found inscriptions in their countries that mention them by name. Мы нашли надписи вот этих правителей в их странах, где они жили, и в этих надписях они упомянуты по имени. Of the 3 kings that are mentioned in the Bible that we don't have archaeological evidence Что for, касается 3 царей, упомянутых в Библии, о которых нет археологических доказательств, the places where they lived have not been dug yet. места, где они жили, там еще не проводились никакие раскопки. So there's a good chance if archaeologists dug in their home kingdoms, Поэтому есть хороший шанс, что если в их царствах археологи начнут копаться, they would find evidence for those kings as well. они найдут доказательства существования и этих 3 недостающих царей. So archaeology has confirmed most of the kings mentioned in the Bible. Поэтому археологи подтвердили существование большей части царей, которые упомянуты в Библии. They were real kings, real people. Это были реальные цари, реальные люди. The Bible writers did not make these people up. Библейские авторы не придумали их. On the other hand, we have in the ancient archaeological records В древних археологических записях есть история the ancient texts of the Assyrian and Babylonian kings. об ассирийских и вавилонских царях. They mention at least 9 out of the 14 Hebrew kings we know from the Old Testament. И вот археологические находки в этих странах, не Израиле, упоминают 9 из 14 еврейских царей в своих произведениях. Of the 5 Hebrew kings who we don't have records for, А вот 5 еврейских царей, в отношении которых нет записей, 3 did not rule very long. 3 из них правили совсем недолго, And so it's not surprising that the Assyrians and Babylonians did not mention them. и поэтому неудивительно, что именно этих царей ассирийцы и вавилоняне даже не упоминают. And the other 2 Hebrew kings И еще 2 еврейских царя, were ruling when Assyria was not interested in Palestine. они правили в то время, когда Ассирия еще не была заинтересована Палестиной. So it's not surprising the Assyrians don't talk about those 2 Поэтому Hebrew kings. неудивительно, что ассирийцы об этих недостающих царях вообще не упоминают в своих летописях. In addition to the Hebrew kings being mentioned in Assyrian and Babylonian records, Помимо еврейских царей, которые упомянуты и в вавилонских, и в ассирийских летописях, archaeologists have actually found seals of the Hebrew kings in Israel. археологи обнаружили печати еврейских царей в Израиле. We have seals for Joram 1 and 2, У нас есть печати Иорама I и II, Ahaziah, царя Ахазии, Uzziah, царя Озии, Jeroboam, Иераваама II, Shea, Осии, Jotham, Иофама, Ahaz, Ахаза and Hezekiah. и Езекии. We've actually found their names Мы обнаружили их печати с их именами in ancient Hebrew writing и в древних еврейских письменах. on seals found in the ground И вот эти печати, которые найдены в земле and recovered in excavations и открытые во время раскопок in Palestine. в Палестине. And so no archaeologist that I know of Поэтому ни один археолог из тех, кого я знаю, who at least works in the region of Palestine and Jordan который работает сегодня в Палестине и в Иордании, will deny не будет отрицать, that the kings mentioned in the Hebrew Bible что цари, упомянутые в еврейской Библии, were real people. были реальными людьми. In addition to the references to these ancient Bible kings Помимо ссылок на этих древних библейских царей, is the chronology of the Bible. мы видим библейскую хронологию. The Bible gives a lot of information on how long these kings reigned. Библия дает информацию о том времени, которое правили эти цари. And when you compare the chronology of the biblical writers И когда вы сравниваете хронологию библейских писателей to that of the chronologies of the Assyrian and Babylonian rulers, с хронологией ассирийских и вавилонских правителей, there is wonderful correspondence between the two мы между ними находим удивительное совпадение. for at least 350 years, Примерно 350 лет. indicating that the biblical writers Показывая, что библейские авторы were good historians. были хорошими историками. At least 10 different biblical stories, По крайней мере, 10 различных библейских историй, Old Testament stories, ветхозаветных историй,
have been found outside of the biblical records. Были найдены их описания во внебиблейских источниках, In the Assyrian and Babylonian records. в ассирийских и вавилонских летописях. Again indicating Это опять показывает, that the biblical stories что библейские истории really happened. действительно были. By and large, then, the ancient people, В целом, древние люди, they did not invent a spurious history, они не изобретали вот эту последовательную историю. but rather they were content to write down the facts Но в реальности они довольствовались тем, что они записывали реальные факты, within their understandings, of course, конечно, с их собственной интерпретацией этих фактов. and they show that the Bible is basically accurate. И вот эти открытия показывают, что Библия достаточно достоверна. One of the great biblical archaeologists, Один из самых великих библейских археологов, the Israeli archaeologist Yagil Yadin, израильский археолог Ягаэль Ядин, made this comment just 1 year before he died. за год до смерти сделал вот это заявление. And I should mention, I had the privilege of meeting Dr. Yadin when I was working in Israel. И когда я вел раскопки в Израиле, у меня было преимущество встречаться с доктором Ядином, And he wrote against the critics, и он писал в ответ критикам. it is absolutely wrong Он говорит, абсолютно неверно that archaeology disproves the Bible. высказывание, что археология опровергает Библию. On the contrary, Напротив, it proves the great events. она доказывает великие события. Now we're going to go on a little tour Теперь я приглашаю вас в тур and share with you some of the great archaeological discoveries и покажу вам несколько удивительных открытий, of recent years. недавних открытий. Now, as I mentioned yesterday, Как я уже вчера упоминал, one of the first proofs I was given in school одно из первых доказательств, которые мне давали в школе, that claimed the Bible was not true, вернее, в моем университете, где я учился, доказывающее, что Библия неверна, were the references in the book of Genesis это упоминание в книге «Бытие» to the patriarchs' camels. о том, что у патриархов были верблюды. The Bible says Abraham had camels. Библия говорит, что у Авраама были верблюды, Joseph had camels. у Иосифа были верблюды. Camels were quite plentiful in Old Testament times, according to the Bible. Согласно Библии, верблюды были очень распространенным и домашним животным древних людей. But the critics said that's not true. Но критики говорили, это неправда. Science has shown that camels did not exist Наука доказала, что домашние верблюды не существовали at the time of the patriarchs. в дни патриархов. Oh, yes, there were wild camels, Они говорили, да, дикие верблюды были, but not domestic camels that people could use or ride. но домашних верблюдов, которые можно было использовать, на которых можно было ездить, не было. So the question is, have Abraham's camels been found? И вот вопрос, как были найдены Авраамовы верблюды? I mentioned that a couple of years ago I was able to drive into the Sinai desert. Я уже говорил, что пару лет назад я имел возможность ехать по Синайской пустыне, We actually saw some camels hiding behind a hill. и мы видели, как некоторые верблюды прячутся за холмами. Those are not Abraham's camels, Конечно, это не верблюды Авраама, не их мы but they were искали, very interested in us. но они нам были очень интересны. We were actually looking for some ancient inscriptions. В реальности мы искали древние записи. And the reason we were looking for these inscriptions И причина, почему мы искали эти записи, is because the critics said Moses could not write the Bible. заключалась в том, что критики утверждали, Моисей не мог написать Библию. Moses didn't know how to write. Моисей вообще не умел писать. The alphabet didn't even exist at the time of Moses. Алфавит в реальности не существовал во времена Моисея. But north of Mount Sinai, Но к северу от горы Синай, over 100 years ago, примерно 100 лет назад, Sir Flinders Petrie claimed that he had found an ancient alphabet, сэр Флиндерс Петри утверждает, что он обнаружил древний алфавит. and that Moses could have written the И Bible. Моисей мог написать Библию. So we rented some jeeps in Cairo, Поэтому мы арендовали несколько джипов в Каире and we drove into the wilderness of the Sinai. и отправились в Синайскую пустыню. We were looking for a mountain, Мы искали гору. and Sir Flinders Petrie had made a photograph in his book, У сэра Флиндерса Петри была фотография в его книге. and he put a little X at the top of this mountain. И на вершине этой горы он поместил X. Посмотрите внимательно. And he said, if you climb up to this mountain and stand where that X is located, И он говорит, если вы заберетесь на эту гору и увидите там этот значок, you'll see samples of ancient writing going back to the time of Moses. там вы увидите образцы древних записей, которые датируются временем Моисея. So we were trying to find this same mountain 100 years later. Поэтому через 100 лет мы пытаемся по его фотографии обнаружить ту же самую гору. And sure enough, we found the mountain. И, конечно, эту гору мы нашли.
So we parked our jeeps down here with a little Bedouin village, Мы в бедуинской деревне припарковались, and we had to hike all the way up to the top of this mountain. и затем забрались на вершину этой горы. We were able to climb up without too much difficulty, Трудностей забраться туда не составило. and we got to the cliff where the ancient inscriptions were supposed to be inscribed, И мы подошли к этой скале, где были древние записи, and we found the ancient writing. и мы нашли древние письмена. Some of it dated to an ancient pharaoh of the 12th dynasty, Некоторые из них датируются временем 12-й династии фараонов, and some of it was alphabetic writing dating to about the time of Moses. и это еще до Моисея, а некоторые уже были записаны алфавитным письмом, датируемым временем Моисея. This is actually part of the Egyptian inscription right here. Вот это древнеегипетские записи, как вы видите здесь. Amenemhem's III. Это Аменхотепа III стелла. And over to the right, you can see the beginning of the early alphabetic writing. А вот справа вы видите уже алфавитное письмо, то есть не слева иероглиф, справа алфавитное письмо. That looks like an ox's head or a bull's head. Вы видите здесь такое впечатление, что это голова быка. That's the earliest form of what we might call the letter A or alpha. И вот эта голова быка — это одна из ранних форм написания альфы или алеф или буквы А. That would evolve into the Hebrew alphabet И потом eventually. именно из этого эволюционирует впоследствии еврейский алфавит. And we found other ancient letters. Вот еще некоторые древние буквы. These are called Proto-Sinaitic letters. Это протосинайские буквы, так называемые. And these letters were the ancestor of all of our Western alphabets today. И вот эти буквы являются предшественниками всех современных западных букв в алфавитах, которыми мы пользуемся. Now, we were quite excited to find this early alphabet. Для нас было волнующим переживанием найти этот ранний алфавит. It provided good evidence that the Hebrews did know how to write. Это доказывает, что евреи знали, как писать. And that it's perfectly reasonable that Moses could have written the Bible. И вполне разумно утверждать, что Моисей мог написать Библию. Now, while my students were looking out the alphabet, I looked at the rest of the big rock. Пока мои студенты рассматривали алфавит, я рассматривал все остальные скалы. And to my surprise, I found some petroglyphs. И, к моему удивлению, я нашел несколько петроглифов. Это так называемые, или петроглифы. Это картинки, которые обозначают те или иные слова. This is Dr. David Merling from the seminary with me here to the right. Это доктор Дэвид Мурлин из семинарии справа от меня. And if you have good eyes and you look up here above my finger, И если у вас хорошие глаза, и вы посмотрите вот здесь наверх над пальцем моим, you can see the head of a camel. вы видите голову верблюда. There's his hump, Вот горб верблюда, his four legs, 4 ноги, and to the right is a man. а справа вы видите человека. There's his head, Вот голова, his legs, вот ноги, and he's got his arm out holding a walking stick. и у него в руке жезл. When I Или published посох. this article, Когда я опубликовал статью об этом, some of the scholars are not very happy with me некоторые ученые были очень недовольны моей статьей. because they said there's not supposed to be camels back that old. Они сказали, верблюды не должны были быть в те времена. But one of the scholars stood up Но один из ученых встал, and he said, "Congratulations, Dr. и Янкер. он сказал, поздравляю вас, доктор Янкер. You've made a significant Вы discovery." сделали важное открытие. And now the view is changing about Abraham's И camels. сегодня в науке взгляд меняется на верблюдов Авраама. There have been many other discoveries of these ancient camel petroglyphs and writings. Были и другие открытия вот этих петроглифов, которые изображают древних верблюдов. And scholars are less willing to say the Bible's not true about camels. И вы знаете, конечно, некоторые ученые, им страшно не нравится вот это подтверждение того, что верблюды были в библейские But времена. there's even more important and exciting discoveries than just Abraham's camels. Но есть более волнующее открытие, чем верблюды Авраама. Some of the major discoveries of the past 100 years Некоторые из самых важных открытий столетней давности include a reference to Israel on this ancient Egyptian inscription. включают ссылку на Израиль в древних египетских записях. Now, this inscription has been known since Sir Flinders Petrie found it in 1896. Вот эта запись была известна со времен, как сэр Флиндерс Петри обнаружил ее в 1896 году в Фивах. And on the fourth line from the bottom, or the second line, Если вы посмотрите, есть вторая строчка снизу. the Egyptian writing actually says Israel. It reads from right to left. Читается справа налево. Египтяне записали даже название «Израиль». Now, while this is an old discovery, Хотя это достаточно старое открытие, the minimalists have been looking at this recently, минималисты недавно рассматривали это,
And they tried to deny that this is talking about Israel. И они попытались отрицать тот факт, что эта запись говорит об Израиле. But a Seventh-day Adventist scholar, Но как богослов, как ученый-адвентист седьмого дня, Dr. Michael Halsell from Southern Adventist University, доктор Майкл Хазл из Южного адвентистского университета, wrote his dissertation that included this topic. написал диссертацию, которая включала этот вопрос. And he was able to show linguistic evidence И он смог показать лингвистические доказательства, that the word Israel in this inscription что слово «Израиль» в этой записи really does refer to the people of Israel and в Palestine. реальности ссылается на народ израильский в Палестине. So to say that the story of the Israelites in the Bible is mythology Поэтому говорить о том, что история Израиля в Библии это мифология, cannot be true это не может быть правдивым, in spite of the claims of the minimalists. несмотря на заявления минималистов. Another important discovery Еще одно важное открытие is the Tel Dan inscription. – это надпись Тель-Дана. This is a picture of the site of the city of Dan, Вот здесь был город Дан. the northernmost city of ancient biblical Israel. Это самый северный город библейского Израиля. If you go just a few kilometers to the north at the top of the picture, Если вы отправитесь на несколько километров к северу от you're in картины, modern-day Lebanon. вы окажетесь в современном Ливане. Archaeologists have a lot of excitement working at this site И археологи получили много радостных переживаний, когда они работали в этом because the месте, Palestinians occasionally fire missiles over their heads. поскольку палестинцы иной раз здесь ракетами стреляют, и прямо над головой все They это fire them летает. into Israel. Они стреляют по Израилю, But it's not too dangerous for the archaeologists но археологам здесь не опасно, because they're digging holes anyway and they're down in the ground. поскольку они, вы знаете, роют ямки, и The поэтому missiles они, go over their heads. они в земле постоянно, а снаряды летают над головой. During the course of the excavations here at Dan, И во время раскопок здесь, в Дане, in the gateway, which is located at the bottom of the picture, у городских ворот, вы видите, это снизу в картинке, a student of one of the minimalists found a large stone. здесь один из минималистов нашел вот этот камень. And as they translated the stone, И он перевел камень. they discovered it was a Syrian king's victory stela. Это стелла, которая рассказывает о победе сирийского царя. This is Abraham Beiron, an Israeli scholar. Вот Авраам Верон, это еврейский ученый. And this is the Israelite gateway at the top. И вот это израильские ворота, это проход через ворота. And they were turning over the stones over in this corner. И вот когда они копали вот эти камни здесь справа, в углу, And as they cleaned off the face of the stone, и когда они расчищали этот камень, they saw a reference to the kingdom of David or the house of David. они здесь нашли ссылку на царство Давида и на дом Давида. Now, just before this stone was discovered, Перед тем, как был обнаружен этот камень, I was at some biblical meetings in в Chicago. этот момент я был на библейских встречах в Чикаго. And some of the leading biblical scholars of America, И некоторые ведущие библейские ученые Америки, also Europe, а также Европы, gave about 8 papers, scholarly papers, написали 8 научных диссертаций, saying that King David did not exist, утверждавших, что царь Давид не существовал, that he was mythological. что это мифологическая личность. When this discovery was announced in the newspaper, А когда в газетах опубликовали это открытие, the minimalists were very angry. минималисты очень разгневались. They don't like being told that they're wrong. Им очень не нравится, когда им говорят, что они не правы. And they tried to suggest that the stone was a fake. И они стали говорить, этот камень подделка. Well, there were too many witnesses to the excavation Но of the беда stone. в том, что свидетелей на раскопках было так много, Then they tried to look at the words Beit David in Hebrew, а потом они стали изучать слово «бейт Давид» по-еврейски. Aramaic technically. В Aramaic. реальности это Yeah. арамейская была фраза. And they tried to say this does not mean house of David. И они сказали, фраза «бейт Давид» не означает «дом Израиля». They said there must be some mysterious God called Dude or Dode. Они говорят, наверное, это какой-то бог, Дуд или Дот, но не Давид Or библейский. maybe it's the God. In Hebrew, the word Dude or Dode can mean kettle or uncle. Ну и в еврейском языке Дуд или Дот может означать скот или дядя. Ну то есть они говорят, это не Давид. But the Hebrew experts and the archaeologists just laughed. Но еврейские эксперты по еврейскому языку и археологи просто рассмеялись, And когда they told the услышали. minimalist scholars, you're going to have to accept the fact that David really was a person. И они сказали, знаете, минималисты дорогие, вам нужно принять факт, что Давид был реальным человеком. Recently, there were a couple of other inscriptions found in Israel. Недавно в Израиле было найдено еще 2 записи. One of them was an ancient Israelite alphabet Одна из них была на древнем израильском алфавите,
found right over here by Ron Tappy. Ученый Рон Таппи. He's an American professor from Pennsylvania. Это американский профессор из Пенсильвании. And this is one of the earliest Hebrew inscriptions found in Israel itself. Это одна из самых ранних еврейских записей, найденных в самом Израиле. And it again showed that the critics are wrong, saying that the ancient Israelites could not write. И эта запись опровергает взгляд критиков на то, что древние люди в Палестине не могли писать. They could both read and write. Они могли и читать, и писать. Even more interesting was the inscription in the top left-hand corner. Еще интереснее запись в верхнем левом углу. This is an Israeli professor, Meir. Это Майер, израильский профессор. He was excavating a site called Tel Es-Safi. Он вел раскопки на холме, называемом Тель-Эс-Сафи. And he found a broken piece of pottery with ancient Hebrew writing on it. И он нашел там разбитые глиняные черепки, на которых есть еврейские записи. And when he translated it, И когда он перевел эти записи, he discovered it was the Goliath family name. он обнаружил там имя библейского Голиафа. What made this even more interesting И что было более интересно, was that Tel Es-Safi is thought to be biblical Gath. что Тель-Эс-Сафи, как было обнаружено, это и есть библейский город Геф. And the Bible associates Goliath with the city А of Библия Gath. говорит о том, что Голиаф был из Гефа. And this text dates from the very time when Goliath is supposed to have been alive. Потом, когда датировали этот текст, обнаружили, что он совпадает с тем временем, в которое жил Голиаф. And is likely a reference to his family. И, вероятнее всего, здесь эта посуда принадлежала семье Голиафа. And again, the minimalists said that David and Goliath's story is a myth. Минималисты утверждали, что история Давида и Голиафа — это миф. But the archaeological evidence shows that the Goliath family lived at Gath at the very time the Bible Но says. археология говорит, что семья Голиафа жила в Гефе как раз в то время, о котором говорит Библия. Now, just a couple of weeks ago, Несколько недель назад I was down for archaeology meetings in New Orleans. я был в Новом Орлеане на встрече археологов. That's Louisiana in America. Это штат Луизиана в About Америке. 600 archaeologists had gathered. И там собралось 600 археологов. And this is a report of excavations in the valley of Elah. И они сообщали о раскопках в долине Елах. They discovered an Елах. ancient fort. И они нашли древний форт или крепость. And when they dated the ceramics at this fort, И когда они датировали керамические изделия в этой долине, it dated to the time of the battle between David and Goliath. то датировали их временем, когда была битва между Давидом и Голиафом. They discovered that there were two gates in this fort, Они обнаружили, что в этой крепости было двое ворот. and they discovered the Bible mentions a fort in the area of this battle, Да, Библия упоминает, что в местности, где произошла эта битва, была крепость. and its very name, Sharim, И Эль-Шарин называется это место. indicates that it was a fort with two gates. И фраза в Библии показывает, что в крепости той было двое ворот. And they found two gates in this fort. И вот в этой крепости нашли двое ворот. This is the valley right here of Elah. Вот долина Елах. According to the Bible, the Philistines were on this ridge over here, Согласно Библии, филистимляне были вот здесь справа, на этих холмах, and the Israelites were lined up along this ridge over here. а израильское войско выстроилось слева, вот здесь, с этой стороны. And they discovered that the Israelites had a headquarters camp right here called Kirbet Keifa is the modern name. И они обнаружили, что израильтяне стояли лагерем в месте, которое называется Кирбет-Киафа. And they believe this was the headquarters that Saul used as his army was lined up against the Philistines across the valley. И они верят, что именно в этом месте находился штаб царя Саула, где он планировал свои военные действия против филистимлян. Dr. Michael Hazel, one of our Adventist archaeologists, Доктор Майкл Хазел, один из наших адвентистских археологов, is excavating at this site. You see it in the picture here. ведет раскопки в этом месте. Здесь вы видите его на фотографии. And while they were excavating, they found another potsherd, И когда они вели раскопки, они нашли еще один обломок глиняной and it посуды. had ancient writing on it from the very time of David and Goliath, И здесь была одна из древних записей со времен Давида и Голиафа, proving the date of this site to the Israelites at the time of the battle. которая доказывает, что в этом месте находились израильтяне во время битвы. They're still digging there, and this site has generated a lot of interest among the archaeologists. Они еще ведут раскопки. Это место вызвало очень большой интерес в археологическом мире. Now, I have just a few more minutes, Еще 2 минуты у меня есть. and I want to mention just some of the other major archaeological discoveries of past years. 10 minutes, okay.
We won't go into this whole story now, then maybe we'll save this for tomorrow, but an important discovery was reference to the flood. Но одно важное открытие — это ссылка на потоп. In the early days of historical criticism, В ранние дни исторического критицизма the critics said that the Bible made up the story of the flood. It's not true. библейская история говорит, что был потоп, а критики говорят, потопа не было. And this young man on the screen here, George Smith, И вот молодой человек на экране, Джордж Смит. a British man, found a tablet in the British Museum. Британский человек нашел табличку в Британском музее. He had taught himself how to read the ancient Akkadian language Он сам преподавал древний аккадский язык and discovered that the story that he was reading и обнаружил, что история, которую он читал, was the Mesopotamian version of the flood. это месопотамская версия потопа. And at the time, this electrified the British public. И в то время, когда он опубликовал свои заключения, это буквально наэлектрифицировало британскую And it's общественность. provided important parallels for the biblical story. И в этой истории он нашел много важных параллелей с библейским повествованием. This is the tablet that he found way back in the 1870s, but almost forgotten by scholars today. Но вот эту табличку он нашел в 1870-е годы, но ее практически позабыли ученые нашего времени. It's very important for showing that the biblical people Это очень важно, чтобы показать, что библейские люди were aware of these stories that the Mesopotamians were telling, знали истории, которые рассказывали жители Междуречья. but Moses gives a different perspective on the story. Но Моисей дает другую перспективу истории о потопе. In the Mesopotamian version, the gods bring the flood, В версии, которая была в Месопотамии, говорится о том, что боги навлекают потоп на землю, because human beings are making too much noise and the gods can't sleep. потому что люди слишком громко шумят, и боги не могут заснуть. So the gods drown out the humans. Поэтому боги решили потопить людей. But the Bible teaches that the flood came Но Библия учит, что потоп пришел, because humans sinned against God. поскольку люди согрешили против So Бога. there's very important theological differences Поэтому есть важные богословские различия. between the stories. But we know the stories are widespread Мы знаем, что эти истории очень распространены throughout the ancient Near East. во всем Древнем Ближнем Востоке. A couple more discoveries before we close this morning. Еще несколько открытий перед тем, как мы сегодня утром Not закончим. far from where I work in Jordan, Недалеко от той местности, где я работаю в at a Иордании, town called Deir Allah, в городе, называемом Даралла, they found an ancient temple from the Iron Age, нашли древний храм Железного века. and it had writing on the side. И вот на этой стене есть письмена. And when they translated the writing of this temple, И когда перевели записи этого they храма, discovered it talked about the prophet Balaam. здесь говорится о пророке Валааме. This is Balaam, the son of Beor. Помните Валаама, сына Виорова? This very man is mentioned in the Bible Этот человек упомянут в Библии. as cursing Israel as the Israelites were coming through on their way to the promised Вы помните, land. он пытается проклясть Израиль на их пути в землю обетованную. You remember the story of Balaam's donkey. И вы помните ослицу Валаамову. For years, scholars thought that was again a made-up story. На протяжении многих лет ученые считали, что это сказка. But this discovery showed that there really was a prophet Balaam. Но это открытие показало, что пророк Валаам действительно существовал. And he was so famous in Moab И он был так известен среди моавитян, that they were still writing his prophecies down 300 years after he died. что они переписывали его пророчество даже через 300 лет после его смерти. And this is a piece of the plaster with Balaam's prophecies written on И it. вот часть штукатурки, на которой записаны пророчества Валаама. This has all been translated now and is very exciting for archaeologists. Это все сегодня переводится, это очень волнует археологов наших дней. And then just in closing, as we go through the archaeological records, И в заключение, когда мы проходим археологические записи, as I mentioned earlier, we find seals of all sorts of biblical people. я говорил, что мы находим печати многих библейских героев. This is a seal of the Israelite king Jeroboam. Это печать израильского царя It Иеровоама. was found at the city of Megiddo. Нашли ее в городе Мегиддо. Of course, there's the Mesha inscription found at Dubon in Jordan. Есть еще в Иордании запись древняя. Вот, It's the Moabite stone of the Mesha inscription. это моавитский камень знаменитый или надпись Месы. Mesha was a king who fought against Ahab of Israel. Меса был царем, который воевал с царем Амврием в Израиле. He's mentioned in the Bible. Он упомянут в Библии.
And archaeologists have reconstructed his own story about his fight with the Israelites. И археологи восстановили по этим записям его собственную позицию на то, как произошла битва с израильтянами. And he mentions by name Omri and Ahab, Israelite kings, И здесь упомянуты по имени и Ахав, израильский царь, и Амврий, as well as King David. а также царь Давид. And so again, we see evidence that these people really existed. То есть мы видим здесь доказательства, что эти люди действительно существовали. And in this case, the story of the fight between the Moabites and the Israelites was true. И поэтому, когда Библия говорит о битве между моавитянами и израильтянами, это правда. The Bible tells us that Omri had a great palace at Samaria. Библия говорит, что у Амврия был большой дворец в Самарии. And Ahab inherited that palace. И Ахав унаследовал этот дворец. The Bible says he had an ivory palace, a beautiful palace. И Библия говорит, что у него дворец был из слоновой кости. When archaeologists excavated that palace, Когда археологи вели раскопки в этом дворце, they indeed found all sorts of ivory plaques on the ground and the stones. они очень много камней нашли, увидели большое количество пластинок из слоновой кости, которыми покрывались стены. Archaeologists also found a seal. Археологи также нашли печать. It's a beautiful Phoenician seal, Это очень красивая финикийская печать. and it mentions the name of Jezebel. И она упоминает имя Иезавели, This seems to be the wife of King Ahab. как вы знаете, жены Ахава. And so as we go through the archaeological record, this is the city of Samaria, Это город Самария. И когда мы проверяем археологические записи, we repeatedly find evidence that the biblical people, again, were real people. мы снова и снова находим доказательства, что библейские люди были реальными людьми. The places that they lived in, according to the Bible, were really lived in. Люди, которых места, где они жили, все это были реальные места, реальные люди. We can find the towns, we can find their palaces, we Мы can find находим their их farms. города, их сельскохозяйственные угодья, мы находим их дворцы и так далее. And in many cases, we can even find inscriptions talking about events from both sides И of иногда мы находим battle. записи, которые говорят о событиях и их интерпретации с одной стороны и с другой. And so I would have to agree with Professor Yadin Поэтому я соглашусь с профессором Ядином. that when you look, and I've just given a small amount of the evidence this Я вам morning, дал только маленькую толику доказательств из тех, что есть. when you look at all of the evidence together, Но когда вы соберете все доказательства вместе, it's not credible to say that the Bible stories did not really happen, то просто глупо говорить, что библейские истории не были. that the people did not exist. Что эти люди не были в истории. Indeed, all the evidence seems to indicate that the biblical story is indeed credible. Напротив, все доказательства говорят о том, что библейские истории очень достоверны. Now, the final point I'd like to make Последний пункт, который мне хотелось бы is that подчеркнуть, why these archaeological discoveries are exciting, что в то время, когда эти археологические доказательства очень волнуют нас and they confirm the basic historicity of the и Bible, подтверждают фундаментальную историчность Библии, archaeology does not really give you faith. археология в реальности не дает вам веры. And archaeology doesn't really prove the Bible true. И в реальности не археология доказывает истинность Библии. I have discovered that the ultimate proof of God's existence Я обнаружил, что окончательным доказательством существования Бога is a personal relationship with Jesus Christ, является личные отношения с Иисусом and that it's the Христом. Holy Spirit that convicts you of И truth. что именно Святой Дух убеждает человека в And we истине. must never forget that as we share archaeological discoveries И with мы our никогда не friends. должны забывать об этом, когда мы рассказываем археологические открытия нашим друзьям. But archaeology can be very powerful in helping the secular skeptics Но археология может быть очень полезной, очень мощным инструментом, чтобы доказать светским людям, скептикам, who try to suggest none of these stories ever happened. которые пытаются предположить, что эти истории никогда не были. That's simply scientifically not credible. Но научная их информация недостоверна. Thank you very much for your Огромное time. вам God спасибо bless за you. ваше внимание. Да благословит вас Господь.